Вот такой ужин на скорую руку или ужин студента я сегодня приготовил. Макароны с сосисками. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодняшнее видео будет очень коротенькое, и я думаю, что это видео будет очень интересно тем, кто только начинает готовить, или для студентов, так как я решил сделать ужин на скорую руку или ужин за полчаса. Дело в том, что я был в больнице, сегодня на уколы ходил, и сейчас прибежал домой, времени готовить очень такое. Так как скоро все мои придут со школы, и я решил сделать быстрый, легкий ужин. А именно макароны с сосисками. Я знаю, у меня мои дети это любят, это очень вкусно, делается сравнительно быстро, легко и без лишних затрат. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, здесь у меня кастрюля, я уже залил сюда воду. Добавим масло. Я добавляю подсолнечное или постное масло. Растительное масло можно добавить. Подсолим. И поставим на газ. Как это закипит, мы туда отправим наши макароны. Макароны будем варить по инструкции 6-8 минут. Тем временем я взял тут два помидора. Если у вас нет, то можете томаты не добавлять. Только главное, чтобы лук вы добавили. Если даже у вас чеснока нет, то ничего. Только самое главное, чтобы там был лук. Так что я сейчас порежем лук. Я просто томаты и чеснок добавляю, она даст еще приятную пикантность нашему блюду. Но если у вас томатов под рукой нет и чеснока, то ничего, нормально. Всегда можно импровизировать. Так, здесь у меня сосиски. Сейчас я отделю от целлофана. Я еще раз повторяюсь, я на моем канале никого учить не хочу, я просто делюсь с вами то, что я готовлю дома, и этим с вами делюсь идеями. Этот ужин можно, то, что я сегодня делаю, это можно отнести рубрику «Ужин студента». То, что я помню, это я делал в свое студенческое время, когда я в медицинском учился и жил в общежитии. Итак, сосиски очистил от целлофана. И сейчас порежем примерно 1 сантиметр. Вот так. Итак, здесь моя любимая сковородка. Сюда добавим сейчас сливочное масло. Добавляю все на глаз. Включаю газ под сковородкой. И сюда же добавляю немного растительного масла, чтобы сливочное масло у нас не подгорало. Как видите, бульки пошли, значит, можно добавить сюда. Добавляю сюда лук с сосисками. И нам надо это пережарить. Пока это жарится, мы сейчас порежем наш томат и чеснок. Чеснок я так слегка порежем. Если под рукой чеснока и томата нет, то не надо. Просто лук с сосисками сойдет тоже. Мы импровизируем тоже, потому что я знаю, что чеснок и томат даст хороший вкус еще туда. И немножко слегка порежем. Так. А здесь у меня есть немножко свежий укроп, тоже порежем. Но мы укроп добавим в последнюю очередь, когда уже все приготовится. Но я сейчас все порежу, и на этом все нарезки у нас закончатся. Вот так. Так, слегка сейчас порежем, немножко пережарим. Сейчас это немножко зарумянится, и тогда мы сюда отправим наши томаты. Как вы видите, у нас сосиски румянятся вместе с луком. Сюда добавляем томаты теперь. Томат, но в данный момент без чеснока.
И немножко томатной пасты. Если этого нет, то не надо добавлять. Просто томаты и томатная паста с чесноком дадут хороший такой пикантный вкус. И сейчас это пускай пережаривается. Как видите, такой как томатный соус получается. Теперь на этом этапе я добавляю сюда чеснок. Так, накрою и пускай потихонечку это тушится. Итак, вода у нас вовсю закипела. Отправляем наши макароны сюда. Помешиваем, чтобы они слиплись. И через 6-8 минут можно снимать с газа. Итак, макароны у меня сварились, отсадил от воды, и теперь мы отправляем вот сюда. Так. И добавляю еще немного масла, так как макароны любят масло. Теперь это мы сейчас перемешаем как следует и немножко пережарим. Вот такой приятный цвет принимает, как вы видите. И там дадим 5 минут так пережариться, и да, выключим газ. Итак, макароны у нас пожарились 5 минут. Сейчас посыпем немного укропчиком сверху. Выключаю газ, и минут через 5 можно подавать на ужин. Вот такой финальный результат получился. Ужин на скорую руку, или можно назвать даже ужин студента. Делается быстро, легко и без всяких затрат. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать очень по-быстрому дома. Или ужин студента можно назвать, или ужин на скорую руку, или ужин за полчаса. Время только заняло, пока вода закипит, пока макароны сварятся. А сосиски сами по себе, как вот такой томатный соус, что я сделал, делается очень быстро. Это обалденно вкусно. Я, ради бога, никого учить на моем канале не хочу и не буду, так как я не профессиональный шеф. А с вами просто делюсь то, что я делаю дома у нас. Так как получилось, у меня сегодня времени не было готовить, а надо было что-то быстро сообразить. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое. Почему бы и нет, это очень вкусно. А на этой аппетитной и вкусной ноте хочу с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.